Всем привет, с вами снова Алина, и не так давно на моем канале вышло видео про бюджетные аналоги люксовой косметики. Я там рассказала про свои любимчики среди самой-самой бюджетной косметики, которые реально являются собратьями дорогих продуктов. И там был такой косяк, что я не на все продукты добавила сводчи на дорожку, и я очень сильно каюсь, перед вами извиняюсь, поэтому сегодня я решила не просто сделать сводчи, добавить их там куда-то, я с помощью всех бюджетных продуктов, практически всех, которые показывала в том ролике, покажу вам, как сделать такой вот макияж в стиле Шарлотт Тилбери, очень популярного сейчас визажиста, потому что ее макияжи действительно на пике трендов. Это все о сияющей коже, о сияющих глазах, о влажном блеске на губах. В общем, все, что вы сейчас видите на моем лице, я покажу, как воссоздать с помощью самых бюджетных продуктов, потому что, вы реально, если видели этот ролик, если нет, то я оставлю ссылку на него в описании. Там продукты безумно дешевые, они даже не просто бюджетные, они дешевые. И как видите, с помощью супер бюджетных продуктов можно создать красивый, сияющий макияж в стиле Шарлотт Тилбери и не переплачивать суммы с нулем, потому что все ее продукты, ее бренда, может быть, и действительно хорошие. Но, кстати, там не все хорошее, потому что то, что я тестировала и то, чем пользовалась, мне не все понравилось. Если интересно это видео, то напишите об этом в комментариях. Расскажу про продукты бренда Шарлотт. Но, в общем, вот этот вот роскошный инстаграмный макияж можно создать и с помощью очень дешевых продуктов. Поэтому давайте я не буду долго тянуть и просто покажу вам, как воссоздать этот макияж в стиле Шарлотт Тилбери с помощью недорогих продуктов. Ну что, сейчас я без макияжа, будем с вами наводить красотенюшку с помощью бюджетной косметики, и вы можете подготовить кожу так, как нужно вам, потому что это очень индивидуально, зависит от типа кожи. У меня кожа сухая, поэтому, соответственно, крем у меня увлажняющий, питательный под макияж я никогда не наношу, потому что, получается, что лишний слой, с помощью которого в дальнейшем макияж у меня сдвигается, нам этот эффект не нужен, поэтому только увлажняющий. И первый этап, соответственно, будет тональный крем, не изменяющий. Я ему уже много лет. Кто смотрит мой канал с самого основания, знает, что постоянно пользуюсь тональным от Catrice All Matte. И сейчас буду его наносить. Я наношу его либо на руку, либо на колпачок, потому что так расходу будет меньше. Делаю буквально раз-два нажатия, этого вполне хватит. И буду использовать для нанесения вот такую вот большую пушистую факелообразную кисточку, и с помощью нее буду наносить тон на лицо. Все-таки волосы мне придется собрать, потому что безбожно лезут в лицо. Все, волосы я собрала, буду наносить тональный, набирать буду прямо с крышечки, такими вот легенькими движениями, потому что мне не нужен очень плотный слой. В макияжах вот этих вот люксовых визажистов, люксовых брендов, как правило, сверхлегкое такое полупрозрачное сияние. Я выберу скорее среднее покрытие, потому что, как правило, в этих рекламах девочки с идеальной кожей, просто потрясающие. Я не скажу, что у меня плохая кожа, потому что, вы сами видите, нет каких-то сильных проблем, разве что вот тут вот воспаление, вот тут вот немножко подсохло. Но для того, чтобы на камере все смотрелось хорошо, можно сделать покрытие среднее, а не легкое. Вообще движения в идеале должны быть легкие, еле прикасаться к коже, вы должны не растягивать ее, так тональный распределяется лучше, хотя я знаю, что многие визажисты эти кисти используют только для румян. И когда кто-то узнает, что я использую эту кисть для тонального, они очень удивляются, но мне кажется, что так реально распределяется тональный гораздо более деликатно, и можно будет его наслоить. Далее необходимо нанести консилер. У меня тоже он от Catrice Liquid Camouflage, стоит копейки, очень стойкий и аналог очень знаменитого, распиаренного Tarte. Я делаю вот такие вот, смотрите, раз, два, три движения. Можно немножко на нос нанести. А раньше, в предыдущих своих видео, я использовала эту же кисточку. Она мне еще пригодится, но я купила еще вот такой вот, видите, уменьшенный размер этой кисти. И с помощью нее гораздо удобнее наносить консилер. Не сильно плотный, но и то, чтобы все-таки он перекрывал какие-то несовершенства. Вот тут вот у меня небольшое воспаление. Вот эта радость меня вообще раздражает, если честно. И, конечно, самое важное — пройти зону под глазами. Смотрите, как классно эта кисточка распределяет консилер. То есть сохраняется плотность, ничего не съедается. Очень здорово, что я ее для себя открыла. Не скажу вам, что это за... Нет, скажу, это Tartiso. Очень бюджетный бренд кисточек. И вот такими тоже легенькими движениями я распределяю свой бюджетный консилер своей бюджетной
кистью. Мне кажется, лицо уже выглядит, конечно, получше, но очень плоское, и нужно будет с этим бороться. Единственное, я забыла увлажнить губы и чувствую, как они у меня уже очень сильно сохнут, поэтому сейчас нанесу бальзамчик, вот этот Pure Pow Pow. 100 лет ими пользуюсь, они очень хорошие и увлажняют губы и подготавливают их к макияжу. В идеале это делать перед нанесением тонального, потому что губы таким образом успеют подготовиться к тому моменту, когда вы будете наносить помаду. Собственно, тон я подготовила. Единственное, я бы, наверное, сразу оформила брови. Я ничем брови не крашу, и, наверное, я не очень хороший специалист в плане того, чтобы обучить вас нанесением техники макияжа бровей, потому что, ну, вот видите, у меня свои вот эти вот густые, черные брови, вот такая вот я уродилась, поэтому мне останется их только немножко прочесать с помощью моей легендарной розовой зубной щетки для бровей. И я, наверное, их немножко оформлю с помощью теней. Там используют помадки, какие-то нереально дорогие карандаши на всех этих лакшери макияжах, в частности Шарлотт. Я буду использовать... Блин, хотела вам показать, но поняла, что это очень позорно. Сразу извиняюсь, потому что, ну вот... Это палетка без крышки, это палетка очень сильно заюзанная, это Makeup Revolution Iconic 2, которая является не то что аналогом, это полная копия вот этой палетки от Urban Decay Naked 2, только эта палетка стоит около 5000 рублей, а это стоит 400, где-то 400 рублей. Ну, собственно, разница в 10 раз. Вы понимаете, что она существенная. И сейчас с помощью вот этих вот теней предпоследнего оттенка я немножко оформлю кончик бровей. Очень активные брови я не хочу делать. Беру скошенную кисточку и с помощью нее и буду наносить продукт. Вот эти вот теняшечки, еще раз вам показываю. С помощью них мы и дорисуем брови там, где либо природа, либо пинцет их не пощадил. В моем случае это пинцет, поэтому вот тут вот аккуратно, видите, выравниваю те места, где мои шаловливые ручонки прошлись лишний раз по моим бровям. Делаю то же самое с другой стороны. Оформляю хвостик. Я не рисую там очень четкие графичные брови, хотя, опять же, в моем случае это уже природа нарисовала. И я не буду рисовать вот эту линию под бровью, потому что это сразу дает графичность. Единственное, можно пару мазков сделать там, где, опять же, щипанула лишнего. Все, больше ничего не нужно делать. Далее, наверное, будет очень интересный момент, потому что мы с вами приступим к макияжу глаз, не закончив лицо. Для глаз Алинка будет использовать, конечно же, свои любимые кремовые тени от Maybelline. У меня в оттенке розовое золото, бронзовые. Это те текстуры, которые очень любят визажисты, в том числе и работающие с люкс-косметикой. И, в принципе, многие люкс-бренды имеют в своем арсенале. И я буду использовать оттенок в начале Pink Gold, оттенок, который как раз-таки мне и навеивает воспоминания о бренде Charlotte Tilbury. И для его нанесения я буду использовать синтетическую кисть. Вот такая вот синтетическая кисть у меня от бренда NYX. И набираю тени Color Tattoo, буду наносить их на все подвижное веко такими легенькими движениями. И вообще этот розовый оттенок, его бояться не стоит, он не добавляет глазам какого-то, знаете, болезненного вида, потому что многие боятся использовать розовую гамму из-за того, что может быть такой эффект. С этими тенями такой проблемы не будет по одной простой причине: в них есть мелкий шиммер. Если в продукте есть шиммер, то, понятное дело, с ним работать гораздо легче, чем с матовыми текстурами, с матовыми оттенками, потому что шиммер, он сглаживает какие-то дефекты там неудачного нанесения. То есть если на матовом вы обязательно увидите, где вы что-то там не нанесли, то с шиммерами такой проблемы не будет. Так что для новичков шиммер просто идеальный вариант. Тени наношу в том числе и на складку. Это, во-первых, и классная база, если я потом захочу закрепить их тенями сухими, и просто делает макияж глаз более таким акцентным, ярким. Очень важно хорошо растушевать границы, потому что макияж должен быть хоть и немного нарядным, но в то же время таким легким. Он должен ощущаться хотя бы легким. И мне кажется, у меня это получилось. Можно немножко пальцем подправить. И далее я буду оформлять межресничное пространство. Для этого я буду использовать те же самые тени, только буду использовать уже черный оттенок. Кисточку возьму плоскую и набираю черный оттенок. Сейчас вам покажу. Вот этот черный оттенок из этой палетки Makeup Revolution. Лишнее я
вот так вот сбрасываю и приступаю к оформлению межресничного пространства. Плоской кистью это делать удобнее всего. Просто вот так вот прикасаюсь основанием кисти. Аккуратная такая работа. Не обязательно делать длинные мазки, можно делать коротенькие штрихи. Так получится естественнее. В макияжах Шарлотт очень часто присутствует стрелка, которая как раз-таки и нарисована с помощью теней. Она редко использует какую-то там активную подводку. Как правило, это именно тени. И это здорово, потому что легкость макияжу как раз-таки и придает использование сухой текстуры в плане рисования стрелочек. Я тут максимально аккуратненько пытаюсь пройти в внутреннем уголке глаза. Глаза становятся больше, красивее, и макияж уже выглядит практически законченным, если мы говорим про глаза. Я хочу добиться более свежего макияжа, поэтому стрелку я, наверное, рисовать не буду и немножко растушую окончание вот той части, где должна быть стрелка. Возьму те же тени, которыми рисовала окончание брови, и немножко, вот смотрите, буквально чуть-чуть я положила вот сюда цвета. Не бойтесь переборщить, мы все это исправим. Невестошный стилечек. И беру кисть для растушевки. У меня тоже какая-то бюджетная. Тоже, по-моему, Тартисо, но мне уже стерлось название. И растушевываю. Растушевочка — это дело мое любимое. Не бойтесь, если, опять же, вы мазнете лишнего, можете растушевывать и в середину глаза, потому что тени кремовые, и потом можно будет просто добавить их и почистить макияж, что, собственно, я сейчас и сделаю. И сейчас, чтобы исправить погрешности, которые есть на моих веках, я снова беру кремовые тени. Это преимущество в их использовании. Очень легко затирать какие-то моменты в плане неудачного макияжика. Просто смотрите, опять же, по всему веку, не затрагивая межресничное пространство, я добавляю цвет, граница вот тут вот становится гораздо меньше. Боже, храни человека, придумавшего кремовые тени. И это ж просто подарок для всех людей, которые любят подпортить свой же макияж. А у меня это, поверьте, до сих пор периодически бывает. Еще можно взять и дополнительно добавить объем глазу, если мы возьмем тот же оттенок, которым мы с вами рисовали брови, которым мы прорисовывали внешний уголок. Просто вот так вот снизу, смотрите, я буквально чуть-чуть набрала этого цвета и вот так вот прохожусь и добавляю объем глазу. То, что я стерла консилером, я сейчас буду аккуратненько возвращать, но не превращать это в синяк. Так глаз реально будет более открытым, и макияж будет выглядеть законченным, но не перегруженным, потому что если я сделаю очень активную нижнюю часть, я буду выглядеть так, как будто бы злая. Прям максимально такая злобная девица с бичфейсом. Мне этого эффекта не хочется. И опять же, лишнего мазнули, кисть с корректором вам в помощь. Чем, собственно, Алина сейчас и будет заниматься. И пришло время ресниц. Видите, у меня тут остатки роскоши бутиков на глазах еще имеются. Буквально несколько ресничек наращенных. Не наращивала их уже месяца полтора, если не больше. И сейчас буду использовать тушь. Тушь у меня от бренда Maybelline Snap Scarray. Очень сильно ее люблю, тоже про нее рассказывала. Сегодня открываю новенькую. Запах новой туши. Хотя я не очень сильно люблю новые туши, но, к сожалению, у меня была только новая. И здесь сейчас важно не запачкать века. Вообще, ладно, даже если мы его запачкаем, ничего страшного не произойдет. Многие девчонки боятся испортить свои труды, запачкать их тушью, но ничего страшного не будет. Главное дождаться, чтобы тушь высохла, и только потом ее убирать, а не размазывать. В этих макияжах, в макияжах в стиле Charlotte Tilbury нет очень активных и пушистых ресниц. То есть они как бы пушистые, но не очень тяжелые, не объемные. Максимально естественные, там, конечно, и пучки используются. В целом, ресницы не основной акцент в макияжах. Основной акцент на глаза и на сияющую кожу, к которой мы с вами, собственно, сейчас перейдем, когда я докрашу второй глаз. Так, вроде все хорошо, макияж глаз есть, но что-то не то, и это что-то не то как раз-таки заключается в том, что лицо сейчас абсолютно плоское, нужно добавить ему объем, добавить бронзера, румян, добавить, вы же понимаете, хайлайтера. И я начну, наверное, с бронзера. Я очень люблю бронзер от Catrice, но сегодня я буду делать макияж с бронзером Wet n Wild. Новый, пользовалась им буквально 3 раза. Он просто называется бронзер. Собственно, тут оттенок 739. Вот так вот он выглядит. Буду набирать большой пушистой кистью, синтетической. Во всех этих макияжах бронзер и румяна, соответственно, и хайлайтер имеют особое значение, и мы сейчас с вами будем это доказывать. Смотрите, я делаю вот такие движения. Сначала лево-право, лево-право. И в этом бронзере есть еще фишечка.
заключающаяся в том, что в нем есть хайлайтер. Ну, то есть это бронзер со светоотражающими частичками. И для такого макияжа нам нужны все продукты, которые отражают свет, потому что никаких матовых текстур нам здесь не потребуется, как вы уже догадались. И посмотрите, как я люблю наносить бронзеры. Наношу, видите, буквально почти на все лицо. Не бойтесь, я потом все границы сотру кистью, которой наносила тональный. Она еще не успела просохнуть. Я не наношу его очень много, потому что я его изначально не набираю в нереальных количествах и делаю очень легкие движения кистью, не растягиваю кожу. Он, в принципе, не очень такой пигментированный, и, соответственно, его чуть-чуть можно и как легкую фиксирующую пудру для загорелого лица использовать. Я сейчас не очень загорелая по своим собственным меркам, но темнее, чем большинство девушек, поэтому бронзера мне можно добавить от души. И все лишнее я все равно подотру. Но изначально, конечно, лучше не перебарщивать. Румяна у меня будут тоже от Catrice из того же видео Blush Box Multicolor. И в них тоже есть такие мелкие светоотражающие частички, которые полностью имитируют лакшерные бренды вроде Hourglass, как я уже говорила. И буду наносить румяшки вот сюда, не сильно заходить. Помните правило, да, 2 пальцев? Ближе, чем вот эти 2 пальца, я румяна стараюсь не наносить. Улыбаться тоже не сильно стараюсь. И сейчас вот такая матрешечка-морфушечка. Причем большинство этих макияжей, которые я видела в Инстаграме, в Pinterest, они не сильно переживают насчет растушевки. Это все сфоткано зачастую на iPhone, даже не на профессиональную камеру. iPhone съедает эти границы и выглядит натурально, потому что если я так останусь, я реально буду выглядеть как матрешка. Поэтому беру кисть, которая наносила тон, и прохожусь по границам такими вот движениями. Получится так, что бронзер и румяна останутся как бы под моей кожей и не будут такими активными. Собственно, такой натуральный и красивый эффект, которого мы с вами добиваемся. И, конечно же, время хайлайтера. Это один из моих самых-самых любимых продуктов. Сегодня я буду использовать тоже очень сильно поюзанный свой хайлайтер от Maybelline. Он тоже безумно бюджетный. У меня уже появился новый любимчик, но он, кстати, не относится к супер бюджетному сегменту, поэтому сегодня будем использовать Maybelline. Он дает тоже красивое золотое свечение. Сейчас скажу, у меня 300 здесь цвет. Лишнее либо сдуваем, либо стряхиваем и приступаем к волшебству. Часто в макияжах той же Charlotte используются кремовые хайлайтеры. Мы с вами сегодня ограничимся и сухим. Смотрите, у меня под глазами нет морщин, поэтому я могу делать такой вот трюк, наносить хайлайтер и под глаза, для того, чтобы, ну вот как бы взгляд был еще свежее. Хотя спрашивается, куда уж свежее, но нет, всегда есть. Можно под бровь тоже нанести хайлайтеры. И в хайлайтерах, я уже рассказывала в других видео, очень важный момент, заключающийся в том, что его не обязательно наносить очень много. В хайлайтере важно то, как вы его втушевываете. Чем больше вы его втушевываете, тем активнее он и проявляется на ваших глазах. Нет правила, что нужно набрать больше хайлайтера. Хайлайтер нужно красиво втереть. Просто отдельный сорт удовольствия наносить хайлайтер. И сейчас я нанесу еще хайлайтер на спинку носа. Во всех этих макияжах кожа настолько светится, настолько сияет, как будто бы лицо такое немножко влажное. Смотрите, я опять беру эту кисточку, которая наносила тон, и теперь прохожусь уже по тем местам, где наносила хайлайтер, чтобы он тоже шел будто бы изнутри. Что я вам показывала в том видео? В том видео я вам показывала помадки от бренда Stellary. Сегодня мы будем использовать 4-й оттенок. Он очень нежный, розовый, подойдет практически всем. И самое главное, он повторяет оттенок, который зачастую встречается на всех этих красивых шарлотовских макияжиках. И пока помада у меня острая, я ее еще использую как карандаш. Сильно активная граница мне не нужна. Цвет очень красивый, он перекликается с глазами. И очень-очень-очень мне нужен блеск. Сегодня используем блеск тоже из того видео Catrice. Он даст на губы такой влажный эффект, который тоже есть во всех этих инстаграмных роликах. Наношу больше всего на центр губ. У меня, кстати, в оттенке 070, и он классно сочетается с вот этой вот помадой от Stellary и дает эффект влажных губ, но при этом он абсолютно не липкий. Сейчас все это смотрится не очень, потому что я волосишки-то свои еще не распустила. И, наконец-таки, опять снова расчешу свои бровяу, потому что, господи, что ж, они такие у меня непослушненькие. Конечно, в тех макияжах они понежнее, там, посветлее, ну, что поделать. Вот
черные они у меня. Если вы будете свои рисовать, просто делайте их не очень активными, но пушистыми. На всех тех роликах брови пушистые, и распускаю волосы. Ну что, такой вот нежный и сияющий макияж в стиле Шарлотт Тилбери у меня сегодня получился. Как вы видели, все выполнили только бюджетными продуктами. Это вам моя компенсация за то, что в том ролике я немножко накосячила со сводчами, не добавила их на дорожку, поэтому решила реабилитироваться макияжем. А я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вы хотите, чтобы и дальше я снимала макияжные ролики, потому что очень много у меня видео про моду, но про макияж и про косметику я как-то забросила эту тему. Обязательно пишите в комментариях, какие темы вам интересны, на какие темы снимать свои ролики и дальше. Подписывайтесь на мой инстаграм, там будет очень скоро нереальный конкурс на продюсирование начинающих бьюти-блогеров. Вот, если вы хотите стать бьюти-блогером, что-то вас останавливает, то приходите ко мне обязательно в инстаграм, там будет конкурс, и я всем молодым и начинающим бьюти-блогерам постараюсь помочь, и там будет много-много классных подарков. И подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, потому что если вы этого не сделаете, то обязательно пропустите мои видео, а это плохо, у меня много всего интересного. Ну а с вами была Алина, увидимся в следующем ролике. Пока! Вот только закончив снимать это видео, я поняла, что этот макияж в стиле Шарлотт Тилбери, тот макияж, который я использовала на протяжении последних нескольких месяцев в качестве ежедневного. Если будете его повторять, отмечайте меня в своем инстаграме, я буду вас добавлять к себе в сторис. Боже, когда вы повторяете мои макияжики?